Друзья, всем привет! Сегодня видео на тему цветущая орхидея с гниющими корнями, купленная в магазине. И отсюда у многих архаманов-новичков возникают вопросы и жалость к орхидее, когда купили в магазине, либо подарили на праздник или на день рождения орхидею роскошную, цветущую, а потом смотрят, а в горшке корней не видать, корни гниют, и архаман-новичок задается вопросом, что мне делать, как спасти орхидею, как ей цветущей продлить жизнь корням, а еще лучше нарастить. Это, друзья, первый момент. И второй момент. Нередко в комментариях под видео зрители, проживающие в других странах, не России, в основном в Европе, задают вопросы: Георгий, а что же нам делать? У нас не продается ни Максим, который мы активно применяем для, скажем, спасения орхидей от гниения корней, ни Топаз, ни другие какие-то специализированные препараты. И вот сегодня, друзья, я вот эти две темы хотел бы объединить в одном видео. И на одной из недавно не купленных, а полученных в нагрузку орхидеи распотрошить корневую систему, посмотреть, что с ней происходит, и обработать подручными средствами. Я уверен, те средства, которыми мы сегодня будем использовать, мы их уже использовали неоднократно на канале, но сегодня... Еще раз, я надеюсь, что они пригодятся, эти средства, но это средства, я уверен на 100%, что они доступны любому жителю любой страны. Они есть везде, в любых продуктах, не любых, в основном они встречаются в продуктовых магазинах, эти средства. Это цветущая у нас орхидея, вот такая вот... роскошная, обалденная. Недавно мы ее получили в качестве, знаете, такого огуска в нагрузку к другой орхидее. То есть вот эту орхидею продавец нам подарил бесплатно. То есть вдобавок к орхидее, которую я купил, это орхидея бабочка. Вот это вот, посмотрите, это была у нас первая распаковка в этом году. Первая распаковка в этом году и посылка последняя прошлого, ушедшего 2020 года. Вот такая вот орхидеечка, посмотрите, обалденная бабочка. И вот покупая вот эту орхидею, я покупал вторую, но продавец, увидев у этой орхидеи, которая называется, коммерческое название этой орхидеи, Карен, друзья, Карен, биглипчик такой вот, Карен, видите, роскошный. Мы его немножко отпоили, он пришел в себя, но продавец, увидев проблемы с корнями этой орхидеи, решил ее с меня просто деньги не брать, а просто эту орхидею в нагрузку к той орхидее, что я только что показал. А причина бесплатного подарка, друзья, это заключается вот в этой вот корневой системе. Посмотрите, по существу корни здесь полностью погибшие. И вот сейчас я предлагаю вместе с вами обработать эту орхидею, точнее достать эту орхидею, распотрошить, посмотреть, что там с корнями, и применить средства доступные, применить не те средства, которые мы обычно применяем, Максим, Топаз, там еще что-то, а вот из подручных средств, которые мы уже не раз применяли на нашем канале. И из тех орхидей, которые... я не знаю, вы могли бы, тот, кто постоянно смотрит наш канал, вы могли бы запомнить это в мае месяце прошлого года. Мы купили уценочкой, я не смог пройти мимо уценочки, даже еще с того магазинного горшка осталась этикетка этой орхидеи. Мы ее назвали просто для себя Зефирка, потому что, не смогли подобрать ей название. Мы ее распотрошили, уценочка она у нас была. И тоже у нее была проблема с корнями, друзья. Проблема с корнями. Мы ее распотрошили, достали, пересадили. И перед пересадкой мы обработали тем средством, которое я сегодня хочу применить. Это вот одна орхидеечка, спустя несколько месяцев она у нас, вот она цветет. Уберу ее в сторонку, чтобы не мешать. И
из недавних пересадок. Это один из нескольких пикачипов, который имеется у нас на канале. Пикачипчик вот такой, мы его приобрели уже отцветшим, и у него тоже была проблема с корнями. Мы эту орхидею из магазинного горшка распотрошили, и обработали тоже подручным средством. Применяли только всего два подручных средства, не специальные какие-то препараты, а вот именно те, которые продаются в продуктовых, ну, один из которых продается в продуктовом магазине, а второй, я уверен, во всех аптеках тоже имеется. И вот эта орхидея на сегодня, ну вот если посмотреть, она прекрасно перенесла обработку и нарастила хорошую корневую систему. Пересажена она у нас в такой многокомпонентный груд, кокосовые чипсы, керамзит и древесная кора. Видите? И уже успела порадовать нас новым цветоносом. Вот такая вот орхидея пестролистная. Это вот сегодня видео как раз таки на тему попытки спасения, друзья, орхидей от процесса гниения корневой, в том числе и основания, когда гниль поглощает основание орхидеи. Я немножечко сделаю таких, знаете, ремарок из советов, из комментариев, которые оставили позавчера видео, где мы с вами обрабатывали орхидеи, да, от гниения. Показывал, что произошло с орхидеей. И, собственно говоря, зрители, тоже архаманы, делились своим опытом. Я вот расскажу о самых интересных комментариях, которые оставили зрители нашего канала во вчерашнем видео. Ну, кто не видел вчерашнее видео, можете посмотреть его. Ну, вчера оно вышло. Предыдущее перед этим. Итак, друзья, давайте достанем нашу с вами красотку. Орхидея, я уже сказал, коммерческое название имеет Карен, все хочется Карен назвать, да, армянское имя Карен. Мне сделали замечание, это не армянское имя Карен, а Карен, ударение на А, Карен. Это коммерческое, но вот название ее, этой орхидеи, оно вот такое вот. Действительно есть такая орхидея, это вот ее настоящее название этой орхидеи. Вот такая вот красотка, обалденная, нежно-желтая и с такими венозным розовым окрасом. И вот, значит, нам предстоит ее распотрошить. Почему? Потому что вот эта вот картина коричневых корней, как слизь, видите, может привести к потере орхидеи. Почему? Потому что очевидно, что там с корнями проблемы, друзья. Я хочу ее достать, несмотря на то, что она цветет. Ждать не хочу. И ожидание смерти подобно, друзья. Почему? Потому что буквально мне, я буду потрошить, с вашего позволения, и немножко расскажу некоторые истории. Буквально несколько дней назад мне в одной из социальных сетей прислали фотографии нескольких орхидей. Друзья, нескольких орхидей. Видите, листья отпадают. Нескольких орхидей, которые были куплены, там месяц, два, три назад, цветущими. И они роскошно цвели, все с орхидеями было хорошо. И вот постепенно они стали чахнуть, постепенно стали терять корни. Причин потери корней, я не буду касаться, все и так примерно их знают. Это либо переувлажнили, пересушили, еще какие-то там проблемы, пересадили не в тот грунт или еще, в общем, много проблем потери корней. И, собственно говоря, владельцы этих орхидей держались до последнего, пока уже, знаете, орхидеи не отцвели и не стала гниль переходить на листья. И мне полетели фотографии и крики «сос». Что делать? Помогите спасти орхидеи. Ну что делать? Тут уже очевиден ответ. Орхидеи зачищать, обрабатывать и ставить на наращивание корневой системы, на реанимацию, грубо говоря. И вот вчера тоже одна зрительница мне прислала фотографию вот примерно вот с такой вот картиной. Когда у орхидеи цветет цветонос, еще раскрываются бутоны,
А корни вот в таком состоянии. Я вот уже сейчас вижу, что здесь мы сейчас срежем очень много корней. Посмотрите, друзья. Видите ли вы, сколько здесь живых? Ну вот один зеленый вот. А вот эти все нижние, они прям все слизь. Несли, они все пустые, прям вот все пустые. Я сейчас их начну срезать, и вы сами увидите, сколько останется от былой роскоши вот этой корневой. Посмотрите, было очень много, но корни все погибли. И вот эту орхидею продавец отдала бесплатно, потому что посмотрела, корней нету, за это деньги брать постеснялась и просто ее отдала, чтобы я, возможно, ее спас. Видите, листья здесь, конечно, ну, мы спасем, потому что, ну, здесь у нас верх вроде бы в хорошем состоянии. К чему я это все рассказываю? К тому, что, несмотря на то, что орхидея цветет, как бы она красиво не цвела, нужно, и у нее гниют корни, либо еще что-то, какие-то болячки. Прежде всего, нужно решать проблему ее болезни. Я всегда задаю вопрос, что вам важнее, сегодняшнее цветение или завтрашнее здоровое растение, да, что вам важнее, потому что вы можете дождаться окончания цветения орхидеи и начала ее смерти. Да, то есть здесь ждать нельзя. Цветы всегда можно обрезать. Вот как, по примеру, мы с вами несколько дней назад, точнее месяц назад, одна из моих землячек отдала орхидею, которая тоже приобрела в магазине, и что-то у нее с корнями пошло не так. Орхидея цвела биглипчик, да, специал розы, вот она, до сих пор стоят у нее цветонос, который мы срезали. Вот она вот такая вот красивая. Цветоносы уже месяц дораскрыли цветочки, бутончики, радуют своим цветением. А орхидея у нас стоит на наращивании корневой системы, на реанимации. Мы посадили в моховое гнездо эту орхидею. Но пока, даже еще пока тургор орхидеи не потеряла. То есть бывает так, что орхидея цветет, корни уже сгнили, а орхидея еще не поняла, что она потеряла корни, и у нее проблемы со здоровьем. То есть фаленопсисы, они тугодумы, орхидеи тугодумы. Орхидеи, так, вылетело у нас, здесь что-то вылетело, да? Но это грибные комарики. Грибные комарики. Так, зачищаем, друзья, обрезаю, все гнилое обрезаю. Я сейчас даже палочку сниму, потому что палочка нам тоже здесь не нужна. Вот, палочка не нужна. По большому счету, и сам цветонос-то, он еще, ну, как бы это, ну, скажите, не представляет особого интереса, потому что он уже закончил свое цветение, продолжения у него нету, видите, кончик. И вот осталось всего здесь 3 цветочка, которые радуют меня. И я хочу сказать, что мы этот цветонос обрежем. Для чего? Я всегда говорю, что если у орхидеи проблемы с корневой системой, и ее нужно ставить на наращивание корней, то орхидею цветущую нужно цветонос срезать, чтобы орхидею переключить с периода цветения на период вегетации, да, то есть на начало ее роста корней, на начало роста листьев. Посмотрите, сколько прям вообще, вот смотрите, все. То есть здесь практически живого ничего нету. Все это дело срезаю, на стол это падает. Вот. То есть орхидея действительно без корней. И вот сегодня мы эту орхидею обработаем средствами, которые, наверное, имеются, ну, во всех странах. Без исключения. Без исключения. Вот так вот мы это все, друзья, это все гнилое, все гнилое. Даже здесь, к сожалению, тоже этот корень гнилой, этот тоже вот до сюда. Вот, смотрите. Обрезал все, что пустое и гнилое. То есть здесь у нас ничего не осталось. Посмотрите, как орхидея может с такими корнями продолжать наращивать, цвести и так далее и тому подобное. Сейчас орхидея все силы тратит на цветение. Вот, то есть на цветение.
и не смотрит на свою корневую систему. И вот чтобы орхидею переключить, нужно обязательно срезать цветонос, как бы это грустно не было. Орхидея еще не раз зацветет и порадует своим цветением, а вот корни и реанимация это занимает, может занять, друзья, не 1 месяц, а то и год и более, потому что бывали моменты и случаи. Так, Мась, ты что там подобрала? Корешок. Бывали случаи, что орхидеи даже и пару лет находились на реанимации. Ну, вот даже, кстати, у нас есть тугодумы. Вот, все. Вот это вот все я обрезал. Смотрите, видите? И ничего практически здесь не осталось. Но вот этот листик нам придется снять и посмотреть, что у нас здесь под цветоносом, и цветонос обрежем. Кстати, эта орхидея цвела еще, вот он у нее, видите, цветонос сухой, отсушенный. То есть это ее не первое цветение. Вот такой вот у нас биглипчик, друзья. Такой биглипчик. Что? Цветонос срезаю на сантиметр-полтора от основания. Вот так вот. Вот этот вот, еще, кстати, такое, знаете, лирическое отступление. Вот цветонос я срезал, у него имеется вот одна живая почка, вторая живая почка, третья и четвертая. Вот, в принципе, вот этот вот черенок можно обрезать до сверху первой живой почки на пару сантиметров от почки, да. Ну вот, чтобы было понятно, что такое почка, это вот такая вот юбочка, видите? Чешуечка такая вот. Вот этот вот остаток поставить в воду, стакан с водой. Вот сюда вот. Вот. Вот так вот. И вот поставить куда-нибудь на полочку, чтобы это все радовало глаз. Ну, а орхидею подвергнуть обработке. И что мы будем с вами применять? Я не зря показал предыдущие две орхидеи. Это Зефирку и Пико Чип. На них мы, друзья, применяли вместе с вами молотую корицу. Молотую корицу. Ну, естественно, если есть уверенность, что она натуральная, потому что очень часто под молотой корицей продают ну, другое средство, которое, наоборот, вызывает плесень, да, то есть, когда начинает преть. Поэтому важно быть на 100% уверенным, что это натуральная корица. В моем случае корица молотая у меня натуральная. Вот такая вот. И это одно средство. И второе средство это перекись водорода. Перекись водорода 3%. Ну, сюда я налил, разбавил из баклажки перекиси водорода, которую покупал для очистки бассейна. И вот перекись водорода я капаю, я уже, знаете, видео выходили у нас на канале в 17-18 году. Я очень много снимал видео, где я применял именно перекись водорода. И вот этой перекисью водорода я использовал ее в двух случаях. Первый, это на места срезов по живой ткани, да, где вот, например, обрезал по живой ткани, допустим, вот он корень, да, я его обрезаю вот где-то вот здесь вот, и на месте среза я капал перекисью водорода. Вот, видите, начала пениться, значит, перекись водорода еще не выдохлась, и идет процесс расщепления внутри этого раствора. Ну и все. И вот на кончиках, где я обрезал по-живому, я капаю перекись водорода. Это первый момент во всех. И второй момент, это вот на черноту, на саму черноту, вот видите основание, вот это вот, на саму черноту я прокапываю тоже перекись водорода. И смотрите, как она начинает шипеть здесь. Вон они, видите, пеночка появляется. Прям закапываю на основании. Ничего страшного, когда орхидея вот в таком состоянии, здесь уже ничего страшного ну, не будет.
Так, вооружусь еще пинцетом. Есть пинцет. Сниму все вот эти вот чешуйки обязательно. Кто-то меня спрашивал, нужно ли снимать чешуйки, когда орхидея здоровая. Когда орхидея здоровая, никаких болячек у нее нету. Чешуйки не представляют собой никакой большой опасности. Ну, кроме того, что там могут прятаться насекомые-вредители, которые прячутся там, попадает туда грязь. При чрезмерном увлажнении грязь начинает гнить. Залазят насекомые, которые питаются разлагающейся органикой, на своих лапках начинают продукт гниения разносить, а это бактерии, это вирусы, то есть это вот один момент. И второй момент, чтобы, например, почистить хорошо и обработать, нужно эти чешуечки убрать, чтобы добраться до основания, до чистоты, до чистой ткани. Потому что под чешуйками вот этими вот могут скрываться различные гнилостные грибково-бактериальные болячки. Так, ну что, вот этот лист я хочу снять, который под цветоносом, потому что он закрывает обзор мне. Вот, видите, он весь такой. Я его снимаю, очищаю. Так, и, соответственно, хочу и вот этот снять тоже, очистить шейку. Дать возможность орхидеи из того места, которое я освободил, видите, вот эта вот шейка чистенькая, чтобы пошли расти новые корешки. Все, шейку мы очистили. Все подчистили вот так вот. Так. Вижу, не вижу. Есть у нас чернота вот здесь возле, смотрите, видите, снизу, возле цветоноса старого. Я эту черноту сошкабливаю. Просто беру вот так вот. Ну, я уже показывал в видео. Я это дело все сошкабливаю до живой ткани. Вот так вот. Все, капаю туда перекись. Вот видите, запенилась. Болезнетворные бактерии погибают в перекиси. Еще раз на основание капаю перекисью. Вот так. Но еще раз хочу сказать, да, возможно, у кого кто-то где-то не сможет найти перекиси. Если перекиси нету, то не стоит отчаиваться, друзья. В этом случае просто вот, я думаю, что скальпель, но если не скальпель, канцелярский нож, либо какой-то острый хороший предмет имеется в любом случае. Черноту всю эту счищаем, просто счищаем всю эту черноту, даем орхидее подсохнуть буквально прям вот пару часов вот так вот. Пару часов она лежит, ничего мы с ней не делаем, ни в чем ее не мочим, не обрабатываем. И затем, после того, как она просохла, так, я сейчас пропитаю, процесс ускорить. После того, как она просохла, я сейчас вот промокну салфеткой, чтобы она не мокрая была, а сухая. Так, куда я этот пинцет дел, друзья? Вот он. Еще чешуйку нашел одну, не снятую. Так, все, чешуйки все мы поснимали, очистили прям, видите, шейку корневую, она вот чистенькая. Сняли прям вот до живой ткани мы дочистились. То есть такая зелененькая, светленькая, все, черноту, в принципе, сверху все убрали. Та чернота, которая вообще снизу, она по большому счету, ну там, если она сухая, то никакой там плохого ничего от нее не будет. Ну, можно подрезать, конечно, кончик срезать, потому что он черный, он уже сухой.
Вот, все, видите, зелененькое основание. Все, а теперь беру просто корицу. Можно это ватной палочкой. Прям все, вот это вот, все места, где я срезал, все места, где открытая живая ткань, зелененькая, все прям припудриваю. Прям вот даже не то, что припудриваю, а прям, знаете, пытаюсь прям даже как бы втереть, что ли, да, вот в те места, где проводил обработку, и вот сюда вот, где зачистил, где капнул, туда прям внутрь я это все дело, прям корицу эту втираю. Вот точно так же мы делали с предыдущими двумя орхидеями, которые я только что показывал. Это Пикачип, который цветонос уже выпустил, и орхидею Зефирку, как я ее называю. Но она не зефирка, я просто так, она похожа мне, на мой взгляд, на зефирку. И вот все вот так вот корицей прям все набиваю, все вот эти вот щели, там все стараюсь. Если нету палочки вот такой ватной, то очень хорошо с этим справляется кисточка. О, потерял, думал, кисточку. Кисточка вообще хорошо справляется, она прям проникает во все щелки, прям вот так, смотрите. Прям везде ее, прям эту корицу. Не жалеем, друзья. Вот. И все, после того, как мы ее напичкали корицей, орхидею, основание, мы оставляем ее как минимум на сутки подсыхать. То есть ни во что не сажаем, ничего не делаем. Были у нас нюансы, конечно, в прошлых видео, когда я вот так обрабатывал, я сразу сажал. Но это, друзья, для видео, чтобы показать весь процесс в целом. Вот. И там, слава богу, у нас там все нормально сработало. Но просто, чтобы не рисковать, потому что еще влажное, чтобы не запрело ничего. Все, смотрите, как мы запудрили ее. Запудрили просто на ура. Все, вот в таком состоянии я ее оставлю до завтрашнего дня. А завтра уже вместе с вами мы ее пересадим. И пересаживать мы будем ее сделаем в простую, бюджетную, доступную посадочку. Простую, бюджетную, доступную посадочку. Все, друзья, вот такая вот процедура. Припудрили корешочки, почистили, убрали. Я уверен, что корица, друзья, имеется во всех странах. Берите, применяйте. Конечно, друзья, кто-то там, знаете, будут скептики, безусловно, потому что даже с препаратами, с специальными препаратами, бывают, орхидеи не выживают. Ну, бывают случаи, да. Еще раз хочу сказать, нету в мире ни одного высоко такого, прям, знаете, действенного препарата, который бы лечил от всех гнилей. Нету, просто нету. Вот, конечно, и от обычных препаратов погибают орхидеи, ну, не справляются с болячками. Бывает, что и корица тоже не справляется. Но вот в такой ситуации корица очень-очень даже неплохо поможет. И вот что касается других, значит, болячек и гнилей, в комментариях писали. Наверное, лучше все-таки пройдите по ссылке, точнее не по ссылке, а пройдите к предыдущему видео, почитайте комментарии, люди оставили, и мне очень понравилось, знаете, совет одной из зрительниц, которая рассказала о стрептоците. Активно применяет всю свою жизнь она на орхидеях, когда начинают гнить, стрептоцит. Я, честно говоря, стрептоцит ни разу еще не применял, а вот тетрациклин, антибиотик, я уже, наверное, года 2 назад рассказывал об этом, да, что еще много лет назад, увлекаясь орхидеями и борясь с именно бактериальной гнилью, тетрациклин и стрептоциты. Но стрептоцит может быть и не только с бактериалкой, но и с грибком справится, потому что все-таки стрептоцит это, по идее, получен он с плесени, да, а плесень это тоже грибок, да, который подавляет все болезнетворные грибки. И вот тетрациклин. Тетрациклин, он очень хороший антибиотик в борьбе с бактериальными гнилями, да. Когда берут прям таблеточку эту раз в порошок
порошок ее разминают и потом ее наталкивают в проблемные участки, там, где была гниль, предварительно зачистив это. Но, друзья, если будет возможность, мы вместе с вами, ну, не знаю, мне, конечно, не особо было бы интересно покупать в уценочном магазине орхидеи с бактериальными гнилями, но если вдруг мне какая-то интересная попадется с подобным бактериальной проблемой, то у меня есть стрептоцит, который применяю, ну, в аптечке стрептоцит я держу, у меня имеется, то мы вместе с вами поэкспериментируем в плане применения стрептоцита. Если кто-то из вас применял это средство, это лекарство от бактериальной гнили, от грибковой, не знаю, от бактериальной гнили, грибковой в том числе, да, то напишите в комментариях, поделитесь своим опытом. В общем, друзья, вот такое сегодня видео. Надеюсь, было полезно. Всем, друзья, добра, здоровья и до встречи в следующем видео. А я поставлю эту орхидеечку просто вот так вот. Воду, конечно, я солью сейчас из кашпо. И поставлю ее в то место, где она стояла. А завтра мы ее вместе с вами пересадим на растущую луну. Да, с завтрашнего дня начинается растущая луна. Всем, друзья, добра, здоровья. До встречи в следующем видео завтра. Всем пока-пока.